Привет, меня зовут Светлана, и в этом видео я покажу, как сделать вот такую новогоднюю композицию. Размещать все буду на санях, они у меня из фанеры, поэтому собираю все детальки и склеиваю при помощи клея ПВА. Подобные санки можно сделать из картона, ссылочку на шаблон оставлю в описании. Весь декор буду размещать на кусочки пеноплекса, и чтобы его не сильно было заметно в готовой работе, сверху оклеиваю мешковиной. Поверх мешковины приклеиваю небольшой кусочек меха, это будет имитация снега, после чего все закрепляю на санке. Я не буду ничего перекрашивать и заклеивать, в готовой работе все надписи все равно не будет видно, ну а сами санки мне захотелось оставить в натуральном цвете. Очень часто, когда я делаю какие-то работы, у меня остаются небольшие веточки, поэтому решила, что пора их использовать. Еще в центре композиции на снежном сугробе у меня будет стоять олень. Вообще это елочная игрушка, на которой я когда-то убрала держатель и немного подкрасила. Декор начинаю размещать по длине саней с двух сторон. В этих местах делаю его более объемным. У меня есть вот такие закрытые шишки, решила их тоже использовать. На некоторых предварительно сделала отверстие и вклеила туда проволоку, после чего покрасила в золотой цвет. Еще добавляю маленькие елочные игрушки, здесь тоже что-то приклеила на проволоку, а что-то оставила как есть. Смотрела уже по факту, как и куда буду размещать. По бокам добавляю самые маленькие веточки, тоже взяла шишки и шары, оленя приклеила по итогу работы и предварительно немного срезала высоту меха в тех местах, где он будет стоять, чтобы его немного углубить и он надежнее держался. К сожалению, эта часть видео не записалась, но думаю, сложного ничего нет. Вместо оленя можно использовать совершенно любую фигурку, даже можно поставить Деда Мороза или Снегурочку, здесь уже выбирать вам. Ну а на этом моя работа полностью готова, а я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео.